Добрый день! Сегодня мы поговорим о формировании исполнительской интерпретации ансамблевых произведений. Это очень важная и интересная тема в ансамблевом исполнительстве и шире в концертном исполнительстве. Не секрет, что интересное исполнительское прочтение рождается на основе осмысленной работы, аналитической работы с нотным текстом. Вот на прошлых лекциях мы обсуждали механизм ансамблевого взаимодействия, как партнеры в ансамбле слышат и слушают друг друга, как они понимают друг друга без слов. Но как же формируется общий для ансамбля план интерпретации? Поделюсь с вами одним своим наблюдением. Новички приходят в класс с заданным сочинением, играют, где-то ускоряют, где-то замедляют, где-то прибавляют динамику, где-то убавляют. Смотришь в ноты, ничего такого не видишь. Спрашиваешь их, почему вы приняли такие решения? Ну, ответы бывают разные, но, в общем-то, они довольно похожи. Мне так захотелось, я так слышу или я так чувствую. Еще такой вариант ответа. Ну, а как же, нужно, чтобы исполнение было интересным, выразительным, эмоциональным. Это, конечно, неверный путь. Вот все эти средства выразительности, которые я упоминала, которые связаны с динамикой, с темпом, агогикой, акцентуацией. В теории музыки эти средства называются исполнительскими. Но есть еще другие средства музыкальной выразительности. В теории музыки их называют структурно-композиционными. К ним относятся мелодика, гармония и ритм. Вот не разобравшись в этих средствах музыкальной выразительности, никак нельзя приступать ко вторым, то есть к исполнительским. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Структурно-композиционные средства музыкальной выразительности. Мелодика. Начну с цитаты известного советского теоретика Льва Абрамовича Мазеля. Анализ внутреннего строения мелодии обычно требует ее расчленения на музыкально осмысленные части и частицы. Например, требует выделения основного начального зерна мелодии и разбора последовательных этапов развития этого зерна, так и рассмотрение отдельных сторон элементов мелодии, то есть ритма, лада, мелодического рисунка. Попробуем объяснить это простыми словами. Мелодия – это логически организованная последовательность частиц, музыкальных интонаций, интонационных комплексов или мотивов. Характер строения и развития мелодии определяют музыкально-высотные или интервальные и временные или ритмические соотношения. Высотные изменения рассматриваются относительно их величины и направления. Величина определяется широтой интервала, соединяющего звуки мелодии, а направление – восходящим или нисходящим движением. Вот давайте разберемся. Мелодия выстраивается из соединений нот в интервалы. Интервалы бывают как узкие, так и широкие. Вот бывает так, что исполнитель в ансамбле, которому поручена солирующая реплика или солирующая мелодия, играет скучно, неинтересно, скучает. Думаешь, ну от чего? Я в этом случае предлагаю такой ассоциативный ряд. Представь, что ты взял кальку и наложил ее на ансамблевую партитуру. Попробуй взять карандаш и мысленно провести линию, которая соединяет ноты твоей солирующей мелодии. У нас не получится прямая. Там будут и секунды, и кварты, в восходящем, нисходящем движении, квинты, да, проходящие звуки, либо со скачком. То есть в итоге, если мы потом посмотрим на карандашный набросок, такой абрис мелодии, мы увидим, что она совсем не прямая, а скорее изогнутая. Причем порой она изгибается довольно причудливые узоры. В этом случае однозначно мы не можем играть совершенно ровно все звуки в этой мелодии, а должны придавать мелодии рельеф. То есть мелодия имеет свою траекторию. Так же, как путь. Вот посмотрите, пожалуйста. Есть путь по шоссе, прямой. Да, можно оказаться в точке назначения довольно быстро и комфортно. А есть другой путь по лесной тропинке, да, которая огибает и кустарники, ручьи,
да, где-то нужно перепрыгнуть через упавший ствол дерева, где-то нужно обойти корни деревьев, да, подняться, спуститься. То есть мы преодолеваем порой высоту, где-то сбегаем со скоростью большой, да, вниз с какого-нибудь холма. То есть это вот такое приключение. Вот если к мелодии относиться как к приключению, то тогда она обретет рельеф. Давайте поговорим об интервалах поподробнее. Еще приведу одну цитату еще одного очень известного советского теоретика, педагога Льва Баренбойма. «Только вслушивание в интервалы мелодии позволит вам так ее сыграть, чтобы высечь искру волнения у слушателей, и тогда они пойдут за вами». Вот как замечательно, да? Вот я об этом тоже говорю своим студентам. Вот нужно играть так, чтобы приходили именно на вас. Безусловно, согласитесь со мной, что у каждого из нас есть свои любимые исполнители. И мы следим за их графиком концертных выступлений, для себя отмечаем даты в календаре. Вот именно этого исполнителя я пойду. От чего? Вот он вызывает у нас сильное эмоциональное сопереживание. И порой мы с этим сопереживанием остаемся довольно долго. Порой даже это переживание запоминается на всю жизнь. Так вот, об интервалах. Дело в том, что интервалы обладают своим фоническим эффектом. Секунда и септима обладают напряженностью. Терция и секста, ну вот они скорее обладают мягкостью, наполненностью, а кварты, квинты, октавы – пустотой. Давайте поговорим об интервале секунды отдельно. Очень важный этот интервал является таким строительным материалом мелодии. И вот почему. Интервал секунды заслуживает особого внимания. Он специфичен тем, что не только связан с ладовой системой, но и наделен определенной самостоятельностью. Секундовая связь имеет важное значение в мелодической фигурации, которая в зависимости от положения фигурационного звука относительно гармонии различается на задержание, проходящие ноты, вспомогательные ноты, гармонические ноты, камбьяту и предъем. Вот посмотрите, пожалуйста, на экран. Вот здесь как раз все эти секунды показаны. И задержание. Это очень часто встречается, задержание и у классиков, и у романтиков, да у всех композиторов. Проходящие ноты, да, вспомогательные ноты. Вот здесь как раз вы можете видеть эту иллюстрацию. Говоря о мелодии, непременно нужно поговорить об интонации. Я хотела бы сказать не только об интонации, об интонировании и интонационном строе музыкального языка композитора. Вот интересно, однокоренные слова – интонация, интонирование, интонационный строй композиторского языка. Говоря об интонации, здесь, конечно, прежде всего мы думаем об интонации на струнных и духовых инструментах. Безусловно, это очень важный фактор, и об этом нужно заботиться. Безусловно, ребята должны правильно интонировать относительно рояля друг с другом, если это особенно еще и смешанный состав, струнный и духовой инструмент в ансамбле. Но вот об интонировании хотелось бы поговорить отдельно, потому что интонация музыкальной фразы, она сродни интонации словесной фразы. И если в речевой интонации мы делаем тоже интонационный центр, то вот послушайте, например, одно и то же предложение с разной интонацией. Как меняется семантика его? Я мечтаю исполнить сонату Франка. Здесь важно кто. Я и никто другой. Я мечтаю исполнить скрипичную сонату Франка. То есть я хочу все-таки ее сыграть. Я умею это делать, да, там, играть на рояле или на скрипке, я хочу ее сыграть. Я мечтаю исполнить скрипичную сонату Франка. Здесь важно что? Не квинтет, не трио, а именно сонату. Я мечтаю исполнить скрипичную сонату Франка. Здесь уже конкретно я имею в виду композитора, сочинение которого я хочу исполнить. Вот со словами все понятно. Что же в музыке? В музыке-то слов нет. Вот при чтении буквенной записи говорящий выделяет ударением знаменательное слово или словосочетание. В интерпретации нотной записи исполнитель наделяет качествами интонационного центра мотив, мелодический интервал, ноту или гармонию. Вот вы спросите меня, а как же определить интонационный центр в музыкальной фразе? Какие тут подсказки могут быть? На самом деле, если мы анализируем хорошо ансамблевую партитуру, вообще любую партитуру, любой текст, это совершенно не важно.
да, то мы должны обращать внимание на многие вещи. Давайте перечислим их. Интонационный центр или интонационная точка может совпадать с мелодической вершиной музыкального построения. Ну, например, мелодическая линия идет вверх, восходящая интонация, да, к вершине и потом спускается вниз. Вот бывает так. Бывает, что преодолевает мелодическую вершину, устремляясь в более низкую тесситуру. Вот начинается какая-то фраза с восходящего движения, потом движение меняется на нисходящее, и нас, например, в окончании этого голосоведения ждет диссонирующая гармония, акцентуация, какой-нибудь знак акцентуации, да, какое-нибудь созвучие, изменение фактуры, то есть вот какое-то событие. Тогда, конечно, мы не делаем крещендо наверх. И вообще, кстати говоря, восходящее движение не всегда связано с увеличением динамики. Поэтому нужно обращать внимание, что происходит в тексте, в принципе, вот, в его полифоническом изложении. Смещение смыслового акцента. Я когда смещала смысловой акцент, когда говорила, я мечтаю сыграть сонату Франка, да? Вот как это в музыке бывает. От чего это зависит? От изменения гармонии. Вот этому надо очень большое внимание уделять. Особенно несерьезно к этому относятся исполнители на струнных и духовых инструментах, у которых есть своя партия, они с ней приходят на урок, клавир не открывают, и поэтому не знают, в каких обстоятельствах происходит развитие тематическое. Да, это вот как декорации в музыкальном театре. Декорации же меняют, и наши герои оказываются в разной ситуации и действуют совершенно по-разному. Фактура, вообще, в принципе, вся ансамблевая партитура — это есть обстоятельства, в которых развивается мелодическая линия. Поэтому, мы говорили уже на прошлых лекциях, инструменталистам обязательно нужно изучать клавир, вот, и причем хорошо бы его поиграть хотя бы на своем уровне, как возможно это. Итак, смещение смыслового акцента может быть вызвано изменениями гармонии, как я сказала, ритмической организацией. Ритмическое биение может ускориться, замедлиться. Так, фактуры. Да, фактура может быть прозрачной, наоборот, плотной, в широком диапазоне, в узком диапазоне, все имеет значение. Диапазон, как раз о чем я сказала, широкий, узкий, обращайте на это внимание обязательно. И динамики. Иногда нам подсказывает композитор динамические какие-то нюансы, иногда динамика связана с изменением гармонии, с гармоническими сменами. То есть диссонанс разрешается в консонанс, да, либо эллипсис, да, то есть неожиданное разрешение, либо шестая ступень удивления. Да, вот это все тоже влияет на интонационные центры. Следующий раздел – гармония. Очень важная тема. И вот нужно относиться к этому с таким интересом, потому что гармония – это краска. И вот как эта краска окрашивает мелодию, да, вот это удивительно, порой бывает так любопытно. Бывают частые смены, бывают редкие смены, такая стоячая гармония, да, там на целое построение ничего не происходит. А зато в мелодии такой витиеватый рисунок, прям удивляешься, да, вот фантазии композитора. Давайте поговорим о гармонии и мелодии. Вот обратите внимание, если есть сдержанность мелодической линии, то обязательно будет активность гармонических процессов, то есть гармонии будут меняться часто. Если развита мелодическая линия, то есть витиеватый рисунок, да, не вот в одну линию, как остената, например, а вот как раз мы говорили с вами, изогнутая мелодическая линия, через кварты, сексты, секунды, вверх, вниз, по-всякому, то что делает гармония? Обычно она функционально и красочно поддерживает мелодию. Поговорим о гармонии и ритме. Тоже интересная очень тема. Ритм гармонических смен влияет на наше восприятие темпа и характер музыки. Вот обратите на это внимание. Редкие изменения гармонии по отношению к метру мы воспринимаем музыку как более статичную. Гармония одна, я уже упоминала это. Да? Вот статика бывает часто в медленных частях. Частые гармонические смены восприятие музыки как более активной и подвижной. Вот я вам хочу показать пример. Два отрывка из сочинений. Первое – Дворжак, сонатина для скрипки и фортепиано, соль мажор, опус 100, вторая часть. Вот посмотрите, пожалуйста, мелодическая линия не очень здесь развита, зато как меняются гармонии. Причем в первом предложении, во втором предложении гармонические смены разные. А начиная с 9-го такта появляется еще и сопровождающий голос, и гармонические смены учащаются. Да, вот, а в мелодии очень много повторяющихся нот, а гармония окрашивает это по-разному. Другой пример. Шуберт, сонатина для скрипки и фортепиано, ля минор. Первая часть, вот главная партия. Посмотрите, пожалуйста, вот такой как раз мы видим
линию изогнутую, да, мелодическую, главную партию, через кварты, септимы, тритоны. И посмотрите, как интересно гармония следует за мелодией, да, как бы вот тоже все время меняясь на каждую половину. Гармония и форма. Ну, это, безусловно, очень тоже важная тема, потому что гармония определяет границы разделов формы. Вот, например, построение заканчивается, как правило, кадансом. Тоже может быть каданс в тонику, каданс в шестую ступень, эллипсис, да, все это имеет значение. И, безусловно, это должно вызывать наше сопереживание. От удивления до какого-то нагнетания, либо, наоборот, разрешения, если в тоническое трезвучие. Гармония формирует тональный план. Это безусловно, да. Это тоже очень важно. Это важно при понимании вообще строения формы, ее конструкции. Гармония раскрывает функции частей музыкальной формы. Это может быть изложение или развитие. Да, вот изложение, когда стоячая гармония, да, она не меняется очень долго. А развитие, когда все-таки там придут какие-то такие гармонические процессы. Ход или пребывание. Вступление или дополнение. Еще приведу одну цитату моей коллеги, замечательного теоретика, мамы очень талантливого пианиста, вот, с которой у нас был очень интересный проект в Москве, Юлии Михайловны Опариной. Гармония формирует интонационный и динамический профиль предложений, фраз, мотивов. Гармонические обороты, то есть вспомогательные и проходящие, отклонения модуляции, эллипсисы, ингармонические модуляции и так далее. Подобно оборотам речи всегда несут тот или иной эмоциональный смысл. Обладают статикой или динамизмом, предсказуемостью или неожиданностью, интонацией вопросительной, восклицательной, удивленной, решительной и так далее. Давайте поговорим о ритме. Приведу цитату отца великого гения Амадея Моцарта, Леопольд Моцарт. Замечательный был педагог, автор научных трудов, научно-педагогических трудов. Так вот он говорил: ритм создает мелодию, он душа музыки, он есть ее жизнь и основа ее устройства. Давайте перечислим средства временной организации мелодии. Соотношение долгих и кратких длительностей. Да, вот половинки, четверти, восьмые, 16-е. Ритмическое дробление. Ну, часто так бывает у классиков, особенно на сильную долю. В одном такте половинка, например, в следующем такте на сильную долю дробление на первую долю 4/16 или 2/8, да, то есть меняется ритмическая фигура. Ритмическая повторность. Ну, это тоже очень такой частый прием. Остановка или активизация движения. Это все тоже относится к средствам временной организации мелодии. Мне бы хотелось, говоря о ритме, еще и сказать о метре. Еще одним наблюдением с вами поделюсь. Я думаю, что вы тоже замечали. Особенно в ансамбле это бывает. Исполнители несправедливо полагают, что для того, чтобы играть вместе в ансамбле, нужно подчеркивать первую долю в такте, вообще сильное время. Для этого они не только утяжеляют сильную долю, они еще и используют какие-то движения корпуса, головы, рук. Исполнители на струнных инструментах, там, и скрипачи, и альтисты любят поворачивать корпус, исполнители на духовых инструментах приседать. Да, и вот это все мало того, что отвлекает нас от восприятия замечательной музыки, это прежде всего мешает самим исполнителям, потому что вот такие движения они совершенно неоправданы, они привносят дробность в мелодическую линию и мешают восприятию музыки. Что же нужно делать для того, чтобы играть, во-первых, вместе, а во-вторых, для того, чтобы вот ощущение метра оставалось? Необходимо заполнять относительно сильные и слабые доли в такте, причем делать это честно, дослушивать, доигрывать. Вот, и тогда такты сами собой соединяются в построении, и вот возникает это ритмическое дыхание. Да, то есть это дыхание, которое естественно для человеческого голоса. Вот мы дышим же естественно, да, мы берем дыхание и произносим какую-то фразу. Мы не дышим на коротке. Если только мы, запыхавшись, да, вбежали куда-то, вот нам приходится так излагать какое-то сообщение. Да. Ну, кстати, в музыке тоже так бывает, но для этого композитор использует определенные средства какие-то, да, фиксации, там, да, какие-то паузы, например, да, короткие мотивы, эти паузы их прерывают, вот, короткие лиги, там, точки. Но если мы говорим о кантилении, то фраза должна быть все-таки широкого дыхания, и хотелось бы, чтобы исполнители наши пели на инструментах, на любых,
Да, духовые, струнные, фортепиано обязательно нужно петь. Поэтому вот нужно обращать внимание. Так вот, в качестве примера хочу показать вам первую часть до-мажорного трио Моцарта. Вот смотрите, здесь метрический центр, первая доля, совпадает с ритмически долгим звуком, половинка с точкой. Вот он есть в первом такте, во втором такте ми, в третьем такте учащается ритмическое дыхание, движение. Вот даже в этом случае мы не можем одинаково утяжелять первую долю. Вообще нехорошо, в принципе, крупной длительности воспринимать как повод для такого утяжеления смыслового, да, а мелкие длительности, наоборот, для облегчения. Очень, очень дробно получается, дробное такое исполнение, и это лишает вообще красоты музыкальную фразу. Так вот, здесь в данном случае у Моцарта каждая половинка с точкой – это этапы восходящего движения. Вот оно устремляется вверх. Поэтому, безусловно, вот эту устремленность нужно воплощать за счет каких-то даже мельчайших динамических градаций форте, да, чтобы все-таки получилось построение. Другой пример здесь же, кстати говоря, на доминанте остановка. Раз, два, три, четыре, пять, в шестом такте. Вот смотрите, есть одна, и потом в восьмом еще одна. Тоже половинки в начале такта, но продолжение-то разное. В первом случае доминант септаккорд разрешается в тонику. Ну и все хорошо, разрешились в тонику, прекрасно. А во втором случае шестую ступень. Вот оно удивление, да, это неожиданно же. Да, и какое, смотрите, продолжение через полный кадансовый оборот. Еще через паузы, да, как вот прям в припрыжку. Вот какая-то в этом, наверное, грация должна быть. После таких долгих звуков в самом начале, в первом четырехтакте, да, вот вдруг появляется такая вот воздушность, грациозность. Ну, как бы в подтверждение моих слов приведу цитату Льва Мазеля. На определенном этапе развития стремление к более частому совпадению метрически сильной доли с ритмически длинным звуком было проявлением стремления к более простой мелодии, свободной от лишних вычурных украшений, стремлением к естественности, певучести, закономерности дыхания. Вот видите, о певучести речь идет и о дыхании. Дыхание обязательно нужно думать. Еще о ритме. Ритм формирует характер мелодической линии, может быть сдержанный или порывистый. Заимствует устойчивые жанровые признаки – маршеобразность, танцевальность, песенность. Выявляет стилистические особенности, национальный колорит. Вот у нас еще будет лекция об испанской музыке, вот мы в этом сможем с вами убедиться. Еще хотелось бы поговорить, когда говоришь о ритме, о темпе, о метре, да, вот как вообще ощущать ритм, а точнее метр в произведении. Здесь важно определить единицу движения. В качестве примеров вот хочу показать вам отрывки из произведений. Вот соната Бетховена, номер 7, для скрипки и фортепиано. Первая часть, главная партия. Размер 4/4 предлагается. Но если читать по четвертям, то возникают проблемы с единым ощущением движения. Поэтому я предлагаю все-таки здесь за единицу движения выбрать 8-ю. Тогда вот пульсация по 8-м заставит и выдержать, выслушать половинку с точкой, паузы во втором-четвертом тактах, да, и, собственно, остаться в том же движении на второй строчке, когда появляется эта пульсация 16, уже постоянно она становится. Мы говорили о жанровых свойствах, да, которые порой ритм придает сочинениям. Вот, например, Шуберт сонатина для скрипки и фортепиано, третья часть, минуэт. В минуэте все-таки в такте должно быть 3 шага, поэтому мы здесь за единицу движения выбираем все-таки четверть. И там, где нужно исполнять 8-е, вот обязательно нужно ощущать тоже трехдольность. Очень часто вот такие лии, например, как во втором такте, исполнители мыслят на раз, вот, сокращает такт. И поэтому вот сбивается это ощущение трехдольности, и, конечно, это очень искажает мелодический рисунок, это нехорошо.